Здравствуйте, дорогие любители вязания! Мы сегодня с вами будем вязать вот такой замечательный узор. Это узор с ажурными ромбами. Но этот узор отличается от других узоров с ромбами вот такими интересными обвитиями, которые придают определенный шарм узору, согласитесь. Мастер-класс я делаю по просьбе нашей подписчицы Веры из Телеграма. После того, как я нашла в интернете вот такой джемпер и выставила описание его в группы, Вера написала просьбу сделать мастер-класс по вязанию узора к этому джемперу. На что я согласилась. Узор несложный, схема на первый взгляд сразу показалась вообще легкой. Но когда я начала вязать, и вот здесь в 5 и в 11 лицевых рядах у меня не получилось вязать так, как эти обозначения расшифровываются. Скорее всего, здесь какой-то неточный перевод. При попытке увеличить фотографию, чтобы рассмотреть петли в узоре, не получилось. И когда я в интернете попыталась найти фотографию лучше, оказалось, что это джемпер из журнала Верена за 1996 год. Представляете? Совершенно современная модель. Даже подплечников нет, которые в 90-е годы были популярны и носили, везде вставлялись, где надо и где не надо. В общем, на фотографии при увеличении видно, что это какое-то обвитие, но вот как описано в условных обозначениях, у меня не получилось. Поэтому я провязала по-своему, и мне кажется, что узор получился точно такой же. Во всяком случае, нисколько не хуже. И давайте мы его с вами свяжем. Раппорт узора составляет 24 петли и плюс 13 петель для симметрии узора. Эти 13 петель мы будем распределять так. 3 петли в начале каждого ряда провязываются. Затем нужное количество раппортов по 24 петли и 10 петель для симметрии узора после раппорта. Схему я чуть-чуть отредактирую. И, пожалуй, я выставлю две схемы. Одна схема будет из журнала, а вторую вот немножко мной подредактированную. Мы набираем на спицы 39 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем 4 лицевые. Накид. Лицевая, накид. 4 лицевые. Далее нужно провязать вместе 3 петли. Снимаем первую петлю, не провязывая. Следующие 2 петли провязываем лицевой петлей и накидываем снятую петлю на провязанную. 3 вместе лицевой провязали. Затем 4 лицевых. Накид, лицевая, накид, 4 лицевых. Снова 3 вместе провязываем лицевой. Первую петлю снимаем, следующие 2 провязываем лицевыми вместе и накидываем снятую на провязанные петли. Затем 4 лицевых. Накид, лицевая, накид, 4 лицевых и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Я вам не говорю, где раппорт начинается, где раппорт заканчивается. Вам на схеме это хорошо видно. Второй изнаночный ряд. И во всех изнаночных рядах этого узора петли вяжутся по рисунку. По рисунку это значит петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Накиды в этом узоре мы провязываем изнаночными петлями.
Такие ряды я видео пропускаю, и вы вяжете их самостоятельно. Третий лицевой ряд. После кромочной провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиными петлями, перешла уже на бабушкины. И мне нужно петли развернуть, чтобы провязать их вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 3 лицевых, накид, 3 лицевых, накид, 3 лицевых, снова 3 вместе провязываем лицевой, снимаем первую петлю, следующие 2 петли провязываем вместе лицевой и накидываем снятую петлю на провязанную. Далее будет 3 лицевых, накид, 3 лицевых, накид, 3 лицевых, 3 вместе провязываем лицевой, 3 лицевых, накид, 3 лицевых, накид, 3 лицевых и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. В 4-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Посмотрите, мы провязали 4 ряда, у нас получаются вот такие симпатичные зубчики. И вяжем 5-й лицевой ряд. После кромочной 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, делаем накид, 5 лицевых. Делаем накид, и вот дальше в условном значении написано ввести спицу между следующей 7 и 8 петлями. 7 и 8 откуда считать? От раппорта или от начала вязания. Вытянуть длинную петлю и провязать вместе со следующей петлей лицевой. В общем, пыталась я между петлями вводить. И уже даже вот так вот пыталась. Ну, короче, я вяжу так, как я связала. Берем дополнительную спицу и провязываем. Сделали накид мы, и после накида мы провязываем 2 лицевые, 3 вместе провязываем лицевой, 2 лицевые. Вот у нас на дополнительные спицы 5 петель. Мы обвиваем их рабочей нитью 2 раза против часовой стрелки. Обвиваем не туго, но и не слабо, чтобы и узор не стянуть, и чтобы эти не болтались эти обвивочные петли. Возвращаем эти 5 петель на правую спицу, мы их уже провязали, и вяжем дальше. Делаем накид, 5 лицевых, снова делаем накид и точно так же обвиваем петли, предварительно их провязав. 2 лицевые, 3 вместе лицевой, 2 лицевые. Выводим рабочую нить перед работой. Провязанные 5 петель возвращаем на левую спицу, обвиваем их рабочей нитью вот так вот 2 раза. Ну, вот я показываю, как без дополнительной спицы можно это сделать. Кому лень с дополнительной спицы. Вот то же самое получается. Далее накид, 5 лицевых, делаем накид, 2 лицевых и 2 вместе лицевой с наклоном влево. В 6-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку.
Провязали 6 рядов. Ну, вот еще раз заострю внимание на этих обвитиях. Не дошло до меня, как провязать по условным обозначениям, по написанным. Если кто-то мне подскажет, как это делать, я буду очень признательна. И это мы связали первую половину раппорта. Сейчас мы вяжем вторую половину раппорта, где уже ромбы будем завершать. Ромбы раскрывались, теперь будем их закрывать. 7 лицевой ряд, 1 лицевая, накид, 4 лицевых, 3 вместе провязываем лицевой, 4 лицевых, накид, лицевая, накид, 4 лицевых, снова 3 вместе провязываем лицевой, 4 лицевых, накид, лицевая, накид, 4 лицевых, 3 вместе провязываем лицевой петлей, 4 лицевых. Далее делаем накид и 1 лицевая в конце ряда. В 8 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 9 лицевой ряд, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, 3 вместе провязываем лицевой, 3 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 3 лицевые, снова 3 вместе провязываем лицевой, 3 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 3 лицевые, 3 вместе провязываем лицевой петлей, 3 лицевые, накид и 2 лицевые в конце ряда. В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 11 лицевой ряд, 3 лицевые, делаем накид и снова 5 петель будем обвивать. Провязываем 2 лицевые, 3 вместе провязываем лицевой и снова 2 лицевые. 5 петель у нас на вспомогательной спице. Обвиваем их рабочей нитью против часовой стрелки. Возвращаем на правую спицу. Делаем накид, 5 лицевых. Затем снова делаем накид и следующие 5 петель точно так же, вот без дополнительной спицы я их сейчас буду обвивать. 2 лицевые, 3 вместе лицевой, 2 лицевые. Нить перед работой, рабочая нить. Обвиваем эти 5 петель, выводим нить за работу, снова обвиваем их с изнаночной стороны и выводим нить перед работой и снова обвиваем против часовой стрелки 2 раза. Далее делаем накид, 5 лицевых,
Снова делаем накид и снова 5 петель обвиваем. 2 лицевые, 3 вместе лицевой, 2 лицевые и так далее. Далее делаем накид, 3 лицевые до конца ряда. В 12 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Это последний ряд раппорта. Провязали один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. И вот что у нас получилось. Замечательный узор, который еще раз говорит о том, что старых узоров не бывает. И не пренебрегайте старыми журналами. Там можно найти такой клад. Давайте скажем спасибо Вере за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если вам понравился узор, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. А я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!